Привет, друзья! Сегодня Германия официально вступает в новую фазу социальной политики и социальных выплат. Как вы уже знаете из моих прошлых выпусков, правительство Фридриха Мерца обсуждает изменения в системе выплат и вводит систему новую Grundsicherung. Это решение Бундестага в 2026 году меняет подход к пособиям в Германии. Период мягких условий в джоб-центре постепенно уходит в прошлое. Условия получения помощи становятся более строгими, вводятся штрафы до 30% на 3 месяца, а при повторных нарушениях возможны более серьезные последствия вплоть до отмены выплат. Власти открыто заявляют о приоритете. Те, кто получает государственную поддержку, должны быстрее выходить на рынок труда. Джоб-центр все больше превращается в механизм контроля, который стимулирует поиск работы. Это тот момент, когда оставаться в системе ожидания становится не только неудобно, но и рискованно с точки зрения финансов. Рано или поздно этот выбор встанет перед каждым, но когда вы примете решение выйти на работу, важно понимать, правила игры на немецком рынке труда тоже меняются. Появляются нюансы и изменения в законодательстве, которые важно учитывать каждому, кто планирует переход от пособий к заработку. Сегодня я разберу важные обновления в сфере трудоустройства в Германии, которые помогут вам сориентироваться в новой реальности и избежать ошибок при поиске своего места в экономике Германии. Когда вы выходите на работу, чтобы наконец уйти от контроля джоб-центра, вы попадаете в новую реальность, где время – это буквально ваши деньги. Но в Германии существует классическая ситуация, на которой сталкиваются многие – разница между законными нормами и условиями конкретного контракта. Если не понимать эту разницу, есть риск работать больше, чем предусмотрено, без адекватной компенсации. Давайте по фактам. Есть Mehrarbeit – это работа сверх стандартных рабочего времени, обычно более 8 часов в день. Это уже зона, которая регулируется законом об охране труда. В Германии такие нагрузки ограничены. Если компания систематически выходит за эти рамки, без основания это может быть нарушением. Для сотрудника это сигнал внимательно относиться к условиям работы. Такие нагрузки могут приводить к перегрузке, а вопросы оплаты иногда приходится дополнительно подтверждать. Но самое важное – это Überstunden, это сверхурочные часы. Это все, что вы отработали сверх прописанного в контракте. Подписались на 38 часов в неделю, а отработали 45. Эти дополнительные часы – это и есть Überstunden. И здесь начинается ключевой момент. В некоторых контрактах может быть указано, что часть переработки уже включена в вашу зарплату. Запомните, если такие часы не фиксируются и не согласовываются должным образом, возникает риск, что они не будут вам оплачены. Поэтому важно внимательно вести учет рабочего времени и понимать условия своего договора. Понимание разницы между законом и контрактом – это то, что помогает вам избежать неприятных ситуаций и правильно выстраивать свою работу. Давайте перейдем к цифрам, которые заставят любого шефа задуматься, если вы знаете свои права. В Германии существует закон о рабочем времени, и он задает четкие рамки. Ваша базовая норма – это 8 часов в день. Все, что выше – это уже зона повышенной нагрузки. Да, закон допускает до 10 часов в день и до 60 часов в неделю, но не только на дополнительные часы, как вы могли подумать, а переработка, которую работодатель обязан вам компенсировать. В среднем за полгода ваша переработка Mehrarbeit должна быть выровнена. Вам должны предоставить отгулы, чтобы сохранить баланс работы и отдыха. Если работодатель систематически не соблюдает эти правила и не компенсирует переработку, предусмотрены штрафы до 30 тысяч евро. Это серьезная сумма, которая применяется за нарушение трудового законодательства. При этом сам закон в первую очередь защищает именно ваше здоровье и рабочее время, а не служит инструментом дополнительного заработка. Но настоящая ситуация начинается там, где вы выходите за рамки своего контракта. Например, в договоре указано 37,5 часов в неделю, а по факту вы отрабатываете 40. Эти дополнительные часы – ваша зона контроля, но здесь ключевой момент – они должны быть согласованы с работодателем. Если вы остаетесь после работы по собственной инициативе,
чтобы доделать или успеть. Такие часы могут не засчитываться. В расчетах может возникнуть вопрос, было ли это согласовано или нет. Поэтому важно фиксировать переработку через тот же табель, переписку или подтверждение от руководителя. Чем точнее вы фиксируете свое рабочее время, тем проще вам контролировать оплату и условия работы. Многие из вас, подписывая свой первый контракт после джоб-центра, сталкиваются с формулировкой «оклад уже включает оплату сверхурочных». На первый взгляд это звучит как стандартное условие, но на практике такие пункты требуют внимательного подхода. В Германии суды неоднократно рассматривали подобные формулировки и указывали, что они не могут быть слишком размытыми. Эта схема может применяться только в определенных случаях, например, для сотрудников с очень высокой зарплатой и особыми условиями. Для обычных наемных работников такие формулировки не дают работодателю полного права не оплачивать переработку. Запомните базовое правило. В контракте должны быть четкие и понятные условия, если указано, например, зарплата покрывает до 10 сверхурочных часов работы в месяц. Это конкретная формулировка. Если же написано просто «все включено», без уточнений, это вызывает вопросы с точки зрения законодательства. В таких случаях возможно разбирательство и при необходимости можно требовать оплату за фактически отработанное время. Отдельный важный здесь момент – это минимальная заработная плата в Германии. Она установлена законом и ее нельзя нарушать. Если из-за большого количества неоплаченных часов фактически почасовая ставка опускается ниже установленного минимума, это уже серьезное нарушение. В таких случаях работодатель обязан вам компенсировать эту разницу, поскольку это регулируется законом. Особое внимание уделяется еще защищенным категориям сотрудников, например, для беременных женщин или сотрудников в особых жизненных ситуациях действуют дополнительные ограничения по рабочему времени. Переработки в этих случаях просто регулируются. То же касается работников на частной занятости или в период ухода за ребенком. Здесь также действуют отдельные нормы, ограничивающие переработку. Важно понимать, ваш контракт – это инструмент защиты ваших прав. Четкие условия оплаты и фиксированное рабочее время позволяют контролировать ваш доход и избегать спорных ситуаций. Чем прозрачнее будут прописаны условия, тем проще отстаивать свои интересы. Но правила игры меняются не только в офисе. Пока вы разбираетесь со своими контрактами, появляются судебные решения, которые влияют на то, как учитывается рабочее время в Германии и в Европейском Союзе. В отдельных случаях время в пути, если оно связано с выполнением служебных задач, может рассматриваться как часть рабочего времени. Давайте разберем на понятном примере. В Испании сотрудники государственной компании каждое утро выезжают на служебных автомобилях к местам работы. По условиям их контракта время работы начинается только по прибытии, а дорога не учитывалась. Суд посчитал, что такая схема требует пересмотра, потому что сотрудники фактически находятся в распоряжении работодателя уже во время поездки. Если компания определяет маршрут, время и способ передвижения, это влияет на квалификацию рабочего времени. Для нас в условиях новой системы это важный момент. Если дорога на объект занимает час в одну сторону, это напрямую влияет на распределение рабочего времени в течение дня. При 8-часовом лимите важно учитывать такие факторы, чтобы не превышать допустимые нормы. Все, что выходит за рамки установленного времени, относится к сверхурочной работе, о которой мы говорили ранее. Но здесь есть и обратная сторона. Если рабочее время начинает учитываться более строго, усиливается и контроль со стороны самого работодателя. Любые отклонения от графика, например, затянутые перерывы, могут учитываться при оценке рабочего времени и дисциплины. В Германии правила становятся более прозрачными, учитывается не только работа на месте, но и связанные с ней действия, включая ту же дорогу, если она входит в рабочие обязанности. Это значит, что важно внимательно соблюдать договоренности и фиксировать свое рабочее время, чтобы избежать спорных ситуаций. Решение Европейского суда – это ориентир для судебной практики в Германии. Теперь список того, что может учитываться как рабочее время, стал более шире.
Поездки на корпоративные мероприятия, визит на выставки, выезды клиентами или филиалы. Во многих случаях это может считаться рабочим временем. Если руководство направляет вас в такую поездку и вы фактически выполняете рабочие задачи, время в пути может подлежать учету. Если работодатель, например, говорит, вы просто едете и можете читать книгу, важно здесь понимать, что вы все равно можете находиться в распоряжении компании. В таких ситуациях вопрос сводится к тому, как именно оформлены ваши обязанности и рабочее время. Отдельно для медиков, охранников и социальных работников, если вы на дежурстве и не можете свободно распоряжаться своим временем, это считается рабочей ситуацией. Даже если вы в этот момент отдыхаете или находитесь в ожидании вызова, вы не полностью свободны. Такие часы могут учитываться как рабочее время и входить в расчет Mehrarbeit. Но здесь есть важный нюанс. Новые подходы к учету времени также позволяют работодателям более точно регулировать рабочий процесс. И это может влиять на условия труда, включая вопросы увольнения по медицинским причинам, если человек, например, не может выполнять свои обязанности в установленном объеме. Кроме того, остается вопрос оплаты. Хотя время в пути в некоторых случаях и признается рабочим, уровень оплаты может зависеть от страны и конкретных договоренностей. Например, в контракте могут различаться ставки на разные виды работы за время в офисе и, например, за время в дороге. Но важно здесь понимать, почасовая оплата не может опускаться ниже того установленного в Германии минимума. Понимание своих прав и условий договора помогает контролировать оплату и правильно учитывать свое рабочее время как на месте, так и в дороге. Конечно, никто из нас не защищен от болезней, но когда речь идет о работе в реальной компании, обычный поход к врачу может быстро превратиться в сложный юридический вопрос. Многие привыкли, например, что в системе той же Bürgergeld визит к врачу – это весомое основание. Но в 2026 году на немецком рынке труда ситуация уже не такая однозначная. Вопрос звучит намного жестче: можно ли оставить рабочее место ради приема у врача, или это может привести к расторжению трудового договора. Для большинства сотрудников с привычным графиком, например, с 9 до 18, это может стать настоящей проблемой. После работы нужно забирать детей из сада или помогать близким, и единственный, скажем так, доступный слот часто остается именно в рабочее время. И вот здесь начинается самое сложное. Если вы решаете, что здоровье важнее, и начинаете регулярно покидать рабочее место без согласования, это может привести к неприятным последствиям. Ваше отсутствие – это дополнительная нагрузка, кстати, и на коллег, и снижение эффективности работы самой компании. Важно понимать, в Германии у работника далеко не всегда есть автоматическое право посещать врача в оплачиваемое рабочее время. Работодатель не обязан учитывать личные обстоятельства без подтверждения. Если вы не можете доказать, что визит был срочным или что невозможно было записаться на другое время, такие отсутствия могут быть зафиксированы как нарушение трудовой дисциплины. Давайте разберемся, как правильно оформить визит к врачу, чтобы избежать лишних рисков и не создавать поводов для претензий со стороны работодателя. Запомните важный момент. В Германии не существует какого-то общего закона, который автоматически гарантирует оплачиваемое отсутствие для похода к врачу. Если вы считаете, что термин сам по себе означает сохранение зарплаты, это не всегда так. На практике многое зависит от вашего трудового договора. Если в нем нет какого-то четкого пункта о медицинских визитах, то время, проведенное у врача, может не оплачиваться и учитываться как отсутствие, которое нужно компенсировать или согласовать заранее. Есть ситуации, когда работодатель вправе не разрешить визит в рабочее время. Плановый осмотр, который можно отложить на несколько дней, проверка зрения в середине рабочего дня. В таких случаях, если у врача есть свободные часы до или после вашей смены, обычно ожидается, что вы запишетесь именно на это время. В противном случае отсутствие может быть расценено как нарушение рабочего графика. Сегодня такие правила на практике применяются довольно строго. На крупных предприятиях, где есть профсоюзы, часто действуют коллективные соглашения, которые дают больше гибкости.
Но если вы работаете в небольшой компании или только устроились после получения поддержки через Grundsicherung, требования могут быть намного жестче. Время у врача – это, как правило, ваше личное время. Либо вы оформляете его как отпуск за свой счет, либо используете накопленные сверхурочные часы, то есть те самые Überstunden. В условиях строгого учета рабочего времени любое отсутствие должно быть обосновано и согласовано обязательно, иначе это может привести к дисциплинарным последствиям вплоть до расторжения договора. На первый взгляд все выглядит просто, создается ощущение, что по закону вы можете посетить врача и при этом сохранить заработную плату, но на практике все зависит от конкретной ситуации и условий вашего договора. Такой механизм действительно может применяться, но в основном речь идет именно о срочных или непредвиденных случаях, когда визит просто невозможно отложить. В таких ситуациях у работника есть действительно основания рассчитывать на защиту своих прав. Однако здесь есть и важный момент, о котором часто забывают те, кто только подписывает трудовой договор после получения поддержки через ту же систему Grundsicherung. Работодатель может изменить условия и исключить применение этого правила. В таком случае любое время, проведенное вне рабочего места, становится вопросом договоренности. Это может означать необходимость согласования отсутствия, использования тех же накопленных часов или иные варианты компенсации в рамках компании. Запомните, если в компании установлено все-таки четкое рабочее время, в которое вы обязаны находиться на рабочем месте, то посещение врача в середине дня без веской причины обычно не приветствуется в Германии. При отсутствии срочности работодатель вправе не согласовать такой выход и зафиксировать это как нарушение графика. Ваше время сегодня рассматривается как часть трудовых обязательств, которые вы приняли по договору. На этом на сегодня все. Внимательно читайте условия своих контрактов, не теряйте контроль над своим временем и подходите к вопросам своего здоровья с разумным планированием. Спасибо за просмотр.